Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Как вы уже догадались, сегодня видео будет по хвостушкам. Новая раскрасочка. Ну, новая для меня, новая. Для кого-то, конечно же, она уже давно не новая. Но, тем не менее, от Милы. Я думаю, все уже знают Милу. Кто не знает, под видео оставлю ссылочку на ее группу ВКонтакте. У Милы продает зарубежные раскраски, очень много раскрасок и зарубежных, и нет интересных, которых нет в доступе, скажем так, канцелярии, ну и все это такое сопутствующее, скажем так. Поэтому, кто еще не знаком, проходите, знакомьтесь, не бойтесь заказов, все как всегда быстро, оперативно, все хорошо оформлено, так что знакомьтесь. Ну и давайте покажу, что заказала я. Как всегда, все красиво. Понятное дело, никуда без вкусняшки. Такой вот мармеладик был. Ну, был почтовый конверт. Ну и вот такая красотень, как всегда. Так, я тут сейчас, не знаю, узелки развяжу, не развяжу, поэтому, чтобы вас не мучить, давайте быстро все это уберем. Было все красиво запаковано, за что отдельно Миле огромное спасибо. Ну, пошуршим, без этого никак, так что извиняюсь. Немножко пошуршим. Так, что у нас тут? Ну и сама посылочка непосредственно. Так. Вообще мне нужен был, я уже говорила, что я все пытаюсь себя заставить посадить на такую прям хорошую диету, но я понимаю, многие скажут, опять у нее, ну да, были несколько заказов, как я уже говорила, несколько хотелок, и одна хотелка была, вы знаете, такая, я не скажу, что это необходимость, просто мне хотелось по номерам, чтобы у меня был Новый год, лето, Новый год, осень, весна, в общем, все в таком духе, вот Creative Heaven или еще что-то, но по номерам. И сейчас из-за того, что я на диете, откладывать эту покупку было нецелесообразно, потому что, пройдет лето. Поэтому, да, некоторые такие покупки, конечно, будут, потому что, ждать. Просто какая-то раскраска из разряда цветочки, листочки, можно потерпеть. А вот такие, которые времена года и так далее, конечно, вот, допустим, я сейчас тоже в планах есть еще осень и Новый год. Зима есть у меня, именно новогоднее что-то. Поэтому, не знаю, но, скорее всего, да, будет в заказе тоже. Так, ну что, я заказала от Creative Heaven вот такую вот по номерам раскрасочку. Это, я так понимаю, море. Все, что связано с морем. Ну, такой, знаете, отпуск. Некий такой отпуск. Мне хотелось, я видела у девчонок вот у Милы с рыбками, такой, знаете, больше подводный. Но не было. И я взяла все, что относится к морю, к лету. В общем, знаете, будем отдыхать в раскрасках, загорать на море. Посмотрите, какая прелесть. В общем, они все односторонние. Красить можно как карандашами, так и фломастерами, маркерами. В общем, чем душе угодно. Разгуляться можно здесь. Бумага белая, гладкая. Как я сказала, они односторонние. Но бумага не особо плотная, но, как понимаете, односторонняя иллюстрация, поэтому, в принципе, не принципиально. Вот. Очень красивая работа. Я видела у девчонок в раскрашенном виде. Вот Оля, Оль, привет тебе. Она, по-моему, не так давно на днях показывала как раз работы в этой раскрасочке. Я знала, что я ее уже жду. И вот тоже с интересом смотрела, как Оля раскрашивает. Оля, конечно, замечательно раскрашивает все эти по номерам раскраски. Нравится мне. Ну и вот приобрела. Ну и вынужденная была покупка. Собственно говоря, почему я уже, чтобы и, опять же, сами понимаете, не платить несколько раз за доставку. Мне вообще нужны были, у меня заканчивается, уже корешок один остался, блендер от карандаш. Я
более-менее раскусила, в чем фишка этого блендера, как им более-менее пользоваться, ну, по крайней мере, для себя. И у меня начал заканчиваться. Мы брали набор вот такой милый. Но брали пополам на пробу сырой. Один ей, один мне. Ну и, соответственно, быстро улетают эти блендеры. Я решила взять, повторить. У меня уже заканчивается. И чтобы не было потом, знаете, сюрприза, опа, а нету. И я решила, пусть будет заранее. Вообще, честно говоря, они у меня прям... Видите, это я его уже... Это с учетом, он бы уже давным-давно закончился, но я его берегу. Как-то так стараюсь не так активно им пользоваться. Ну и где-то у меня... Ага, вот, собственно говоря, от призмы тоже уже... Видите, корешок тоже нужно будет обязательно заказать. Все, что осталось от моих блендеров. Ну, лира еще вполне. Поэтому можно наверное, лиру пока особо не переживать, не докупать. А вот призму тоже нужно будет заказать. Вот видите, блендеры хорошо у меня идут. Дервент тоже, собственно говоря, уже начала хорошо им пользоваться. Неплохой. Не скажу, что я в диком восторге от Дервента блендера, но неплохой. В общем-то, пользуюсь ими достаточно много, часто, поэтому... Нужно будет еще дозаказать от лиры. Белый карандаш я уже дозаказала, потому что у меня тоже, собственно говоря, видите, корешок. А вот не подумала, нужно было сразу и блендер взять, потому что заканчивается. Но вообще хочу сказать, хорошо так этими пользуюсь. Допустим, стерка тоже вот все, что осталось от Висты. То есть сразу видно, что мне нравится, чем я активно пользуюсь. Но я не жалею, что заканчивается, потому что, ну, я пользуюсь, значит, я крашу, значит, это зря не лежит, деньги не потрачены зря. Поэтому, собственно говоря, ради этой покупки была и вторая сделана. Но, опять же, как я сказала, это здорово. Теперь у меня есть и раскраска, и блендеры. Не придется дважды, так сказать, делать заказ. Хотя, наверное, нужно было сразу и вторую осень заказывать. Вот такой у меня был небольшой заказ у Милы. Очень довольна. Один сейчас у меня есть обложки, я показывала. Покупала в Читай-город. Точнее, Мила ходила в Читай-город и мне приобретала такие обложки. Я уже как-то покупала, и когда она была в магазине, написала мне, что может что-то надо, пока я тут возьму. Ну и, собственно говоря, она мне взяла эти обложечки. Они неплохо сюда, да что ж такое, подходят. Сейчас сразу достану одну. Неплохо сюда подходят. И я одену. Обрезать, конечно, все равно придется, потому что они здесь чуть-чуть большеваты. Здесь, опять же, тоже, видимо, в высоту нужно будет резать. Ну, ничего страшного, в принципе. Вот. Она полежит. Ага, здесь она даже вот так еще большевата. Видите, я не знаю, как они так делают обложки. Раз упаковку взяли в идеале, садилась, второй раз взяли, видите, как говорится, и там, и тут. Непонятно, как там. Ну, это не страшно. Сейчас все обрежем, поправим, и будет она в обложечке, потому как достаточно толстенькая, она на склейке, к сожалению. Но хорошо хоть, и, наверное, все-таки, да, на перфорация, наверное. Листы, ага, предполагает перфорацию. Вот как-то не очень я люблю в том плане, что бывает выдираются. Ну вот, по крайней мере, будет защищена и уже будет одета в обложку. Они у меня, в принципе, все одеты в обложку. Что какая-то не очень удачная обложка, слушайте. Вся какая-то ни тудым, ни сюдым замятая. Ну, ничего страшного. Если что, сейчас другую достанем. Это не проблема. Вот такая вот у меня покупочка.
посылочка. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Спасибо, что порадовались вместе со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Обзор, наверное, все-таки снимем на нее попозже. Ну и всем хорошего настроения. Пока-пока.